Всем привет! С вами Александр, и это уже мой третий ролик с обзором моего нового телевизора LG, модель 55UH850V, оснащенный 4К матрицей IPS. Я ошибался, считая, что Bluetooth модуль данного телевизора даже в дежурном режиме продолжает работу. Ему же надо было как-то реагировать на команды по Bluetooth с этого пульта. Ну, хотя бы для того, чтобы его включить. И по мере того, как я знакомлюсь с этим удивительно качественным, достойным аппаратом, я узнаю кое-какие такие нюансы интересные, с которыми хочу поделиться и в этом также видео. Начну с того, что прилагаемый в комплекте вот такой вот пульт с гироскопом встроенным оснащен также и ИК-передатчиком. Кнопочка Power вообще завязана только на ИК-передачу сигнала. Пока телевизор находится в дежурном режиме и Bluetooth модуль в нем выключен, сигнал на включение вот этой кнопки он получает через ИК-приемник. Как видим, моргает светодиод, и телевизор у нас включается. Если вы видите, на втором экранчике телевизор включился. Так. Выключение телевизора также осуществляется через ИК-канал. Телевизор также возможно включить и с помощью кнопочек цифрового поля с номерами каналов телевизионных передач и кнопочками вперед-назад, переключение программ, номера канала по кольцу. Также на первом этапе все происходит через инфракрасный канал. Вот как нажимаем, например, первую кнопку первого канала, телевизор включается, как видите на втором экране. Ну и третий вариант включения — это с помощью этой кнопки. Также попробуем включить. Телевизор включился. Но пока не заработал Bluetooth модуль. Вот видите, я нажимаю на эту кнопку, и инфракрасный передатчик, инфракрасный светодиод уже не моргает, только моргает светодиод подсветки кнопочки Power. Ну что ж, выключу телевизор. И еще раз продемонстрирую, что вот, например, регулировка громкости у нас также по инфракрасному каналу. Кнопка выключения звукового сопровождения также по инфракрасному каналу при выключенном телевизоре. Кнопка смарт-хаба также дублирует на первом этапе, пока телевизор выключен. Точнее, не подключен Bluetooth модуль телевизора, также по ИК-каналу, как видим, моргает светодиод. Кнопка переключения входов интерфейса также по инфракрасному каналу. Остальные кнопки пульта работают только по Bluetooth каналу. Включаю телевизор, зажав кнопку P вверх. И гоняю каналы по кругу. Как видите, работает. Все. Подключился Bluetooth модуль. И теперь передача команды от пульта осуществляется только по Bluetooth каналу. Ну, таким образом, устройство пульта основано на том, что пока Bluetooth модуль телевизора не включился, связь пульта с телевизором осуществляется по ИК-каналу. После перехода телевизора в рабочий режим и подключения Bluetooth модуля, связь пульта с телевизором осуществляется по Bluetooth каналу. То есть часть кнопок у нас дублирует свой сигнал по Bluetooth и ИК-каналу. Это цифровые кнопки переключения программ, плюс-минус, переключение программ по кольцу, кнопочка выключения звукового сопровождения, смарт-хаба и подключение внешних интерфейсов. Все это дублируется по двум каналам. Все остальные кнопки вот эти завязаны только на Bluetooth. А кнопочка Power у нас передает сигнал только по ИК-каналу. Это первый такой интересный момент, о котором хотелось мне рассказать в этом ролике. Второй — это, наверное, такой лайфхак, что для перехода во все настройки можно нажать однократно эту кнопочку и выбрать потом нижний ярлычок, нажать на него ОК скроллом. И запускаются все настройки. Второй путь, более простой, это удержать эту кнопку нажатой.
И мы сразу переходим во все настройки. А для ответа на вопрос, который мне был задан в комментарии к первому моему видеоролику об этом телевизоре с распаковкой и обзором, я, наверное, каких-то собственного мнения высказывать не буду. Я просто записал на флешку несколько таких цветных растровых полей, которые просто запущу вам как слайд-шоу. И вы, полагаясь на собственное зрение, оцените качество отображения данной матрицы. Скажу только, что пытался найти с помощью цветных полей, там синее, красное, зеленое, битые пикселя, но мне не удалось ничего найти. Возможно, они или слишком мелкие, но, скорее всего, я так полагаю, что битых пикселей данная матрица не содержит. На то это и ЖК-матрица. Тут есть вопросы к подсветке. Вы увидите это сами. Кое-где я, наверное, что-то прокомментирую. Но для того, чтобы все это проверить, как работает подсветка, конечно, все это будет делаться в темной комнате. Как видите, если я двигаю указателем, вместе с ним двигается такой вертикальный световой столб. Также здесь вот видны такие ярлычки аудиоплеера. И вот здесь вот такое светлое пятно подсветки. При быстром движении пультом курсор у нас, как видите, размножается. Итак, поехали. Также хочу продемонстрировать работу HDR системы. Я записал специальный файл. Кстати, файл с расширением TS. Заодно проверим, читает ли данное расширение встроенный плеер. Кстати, телевизор самостоятельно автоматически определяет контент, записанный с HDR кодеком, и включает соответствующие настройки. Как видите, читает. И довольно шустро. Как видите, определила HDR в верхнем правом углу. И если мы перейдем в настройки, то в режиме экрана можно выбрать только 3 положения именно HDR настроек. Это яркий, светлый и стандартный пользовательский. Я, наверное, буду попеременно переключать на каждом сюжете, чтобы вы могли оценить. Спасибо за ваши комментарии, пишите, спрашивайте, будем вместе разбираться в этой сложной, а может и не такой уж сложной аудио-видеотехнике. На этом с вами прощаюсь, всем удачи, пока-пока.